Говорят, когда Бонапарта хоронили, в гробу был не он. Двойник. Не слишком даже похожий. Не слыхался, Ваше Величество. Да в том-то и соль. Чтоб никто не слыхался. Бриться по походному. Свету. Свету больше. Государь-император умер. Нужно исполнить первейший долг. Присягнуть на верность новому государю, Константину Павловичу. Во дворце хранится воля моего брата Александра. Ваше Высочество. По завещанию престол российский не наследуется. Неопубликованные указы, бумага, Николай Павлович. По закону государь-император российский Константин Павлович, ваш старший брат. Ну, а если кто другой желает, так он узурпатор. Зачем вы это делаете? Я помогаю вам не совершить ошибки. Я с вами и семьей вашей до самой смерти. Вот вам моя рука. Вы заставили его, сие незаконно. Это правильно. Отныне в России государем настоящий солдат. Рыцарь. А не командир бригады, которого терпеть не могут. Ни подчиненные, ни начальство.
Сенат присягать не станет. Я вам обещаю. А решает не Сенат, а гвардия. У меня вот тут 60 тысяч гвардейских штыков. А у вас? Честь имею. Александр не входил ко мне, если двери были плотно закрыты. Теперь это ни к чему. Как вы себя чувствуете? Стыдно признаться, хорошо. И я хочу просить вас, князь, распоряжаться всем от моего имени. Но я здесь всего лишь как друг, Ваше Величество, и покойного Александра. Я знаю. Начато возмутительное следствие. Тело Александра вскрыли. Остановите это, я прошу вас. Он умер своей смертью. Что-то стало причиной. Возьмите. Это церемониал погребения российских монархов. Александр взял его сюда, полагая, что я умру. Я буду докладывать вам во всем. Не нужно. Главное, не делайте ничего, что не допустил бы Александр. Но он не оставил никаких письменных повелений. Мне придется действовать, полагаясь на свой опыт и разумение. Оставил. Он желал всем того же, чего и себе. Покоя и мира. Неужто за упокой души государя Александра Павловича изволили поставить? Вас это удивляет? Я за него у Бога просить не буду. Из-за пустяка меня разжаловал. Но за вас я молюсь. Спасибо, что в дело взяли, что не побрезговали. Что все получилось у нас. Вот теперь бы начать. Кто ждал такого подарка? Верно, подарок. Я рад, что не придется убивать его. А мне жаль, что придется.
Ваше сиятельство. Простите, прошу вас удалиться. А вы кто такой? Генерал-адъютант Чернышов. Я прекрасно знаю вас, сержант. Кто вы такой, чтобы мне указывать? В сложившейся ситуации я приказал генералу Чернышову обеспечить здесь порядок и безопасность. По какому праву? По должности моей. Ваша должность дает вам право распоряжаться по армии, а тут какой не есть двор, и решают здесь другие. Не вы. Я имею повеление Ее Величества Елизаветы Алексеевны распоряжаться здесь всем от ее имени. А вы по какому праву, господа, своевольничаете? Я вас не отпускал. Когда вы составляли опись бумаг, вы их читали? Читал. И листы 71-72. Донос капитана Вятского пехотного полка Аркадия Майбороды Его Величеству. Читали? Читал. И что же? Оставил без внимания. То есть как? В армии заговор, и это уже по вашей части. А вы обратите внимание на дату. У Его Величества было достаточно времени, но он не соизволил ничего предпринять. Возможно, были какие-то обстоятельства нам неизвестные, а может быть, просто не поверил доносу, государь покойный. Не поверил. И хранил вместе с письмами матери своей и жены? Я составлю рапорт. И отошли Его Величеству Константину Павловичу. Ну, хотя бы так. Только поторопитесь. Почта до столицы 8 суток идет. Захотят ли господа заговорщики ждать? Вы что ж думаете, могут начать возмущение? Я бы начал. Время подходящее. Генерал-майор Орлов! Что скажете, генерал? Я прибыл по поручению военного губернатора Санкт-Петербурга графа Милорадовича с нижайшей просьбой немедля явиться в столицу и занять российский престол. Гвардия за вас. Едемте. Орлов, ты хоть понимаешь, что говоришь сейчас? Да, я хочу. Я хочу взять за горло эту отвратительную лживую, обленившуюся, оттупевшую, чванливую империю и трясти ее так, чтобы до окраин, чтобы до самых дальних уголков дошло. А ты понимаешь, что если я решусь сейчас, то первым делом покараю Милорадовича и тебя? Разве за преданность карают? За преданность нет, а за глупость и своеволие – да. Если вы, государь, воля ваша. Но прежде займите престол. Нет, не хочу повторить судьбы родителя своего. Царствовать бесславно и быть убитым при согласии детей своих. Я, может быть, только один любил его. И страшно признаться, любил. И желал ему смерти. Я такой же, как он. Не владею ни ненавистью своей, ни любовью. Прав был покойник Александр, что заставил меня отречься от престола. Пусть лучше брат Николай. Он не так умен, как Александр, зато добрее меня. Константин Павлович, напишите отречение. Это облегчит положение. А вот это шиш. Отречься может только император, я ни секунды им не был. Поезжай и объяви Милорадовичу. Хоть и друг он мне, да только пусть идет к черту, не ему решать!
Чем это вы таким интересным занимаетесь, господин подполковник? Не поверите. Присоединяйтесь, Павел Иванович. Попытайтесь счастье. Знаете, можно подойти ближе, хотя цель видна. Ты решил использовать меня как приманку для частей первой армии и даже не объявил мне об этом. Я бы согласился. Ты сомневаешься? Как угадал? Трубецкой сказал. Значит, правда. Цель у нас одна. Какая разница, какую роль кто исполнит? Для тебя цель важнее людей. Лучше, чтобы людей вообще не было. Одни цели. Ни меня, ни Миши, ни Трубецкого, ни Баранова. 1 января полк мой ставит в караул в штабе армии. Мы войдем в город, я сменю посты, а после пленю штаб и разошлю реляции во все части 2-й армии. Так что через 3 дня 40 000 штыков на марш. Теперь ты знаешь все от меня, не от Трубецкого. Решай. Решай. Bon шанс. Как вы думаете, почему я принимаю вас именно в этом кабинете? Возможно, вы, ваше высочество, решили прервать затянувшуюся неопределенность и занять российский престол. А это законно? Без отречения вашего брата Константина нет. Но, полагаю, вас волнует не сколько законность вашего царения, сколько признать ли вас государем гвардия, сенат, дворянство и народ российский. Не начнутся ли волнения? Приходится думать об этом. Не сочтите за дерзость. Но пока наш народ не может через представителей создавать законы, как в Европе. Странное время вы выбрали, чтобы поучать меня, Михаил Михайлович. Скажите, Сенат поддерживает меня? Нет. Не так, нет. Вы поддержите? Да. Коротко и ясно. Я также. Если я государь, вы останетесь при прежних обязанностях. Сможете содействовать моему превращению в европейца. Почему вы все время туда смотрите? Простите, покойный государь, как ты изволил играть со мной именно здесь. Я вам их пришлю. В память о нашем благодетеле. Вы поедете с этим в Варшаву. Отдадите лично в руки Его Величеству Константину Павловичу. Добейтесь, чтобы прочел при вас. Речь идет о заговоре армейских офицеров о государственной измене. Слушаюсь. А вы поедете в Петербург, отдадите лично в руки Его Высочеству Николаю Павловичу. Слушаюсь. Ступайте. Как бы не было поздно. Прав Волконский. Мы не можем знать наверняка, есть ли заговор. Я знаю. Так что же, разве было расследование? Нет. Когда нужно было расследовать, мне не позволили, а теперь поздно.
Кто вам мог запретить? Вы командующий. В России один командующий, а все прочие пыль. И вот теперь его нет. А заговор есть. Весьма обширный. Распространяется на обе армии южные и, возможно, на Кавказ уж, конечно. На Петербург. Ну, что мог я. И сложил в рапорте. Теперь только ждать. Иван Иванович, прикажите немедленно начать расследование. Здесь 5 свитских офицеров, которые хорошо умеют только танцевать. Могу приказать поварам. Благодарю. Здравствуйте, Катерина Ивановна. Мои глубокие соболезнования. Князь? Граф. Благодарю, граф. Скажите, мы же можем увидеть Зинаиду? Разумеется, чуть позже. Я здесь, только я не выйду. Почему? Потому что за эти дни я превратилась в старуху. Зина, ну как же так? Почему ты так долго ехала? Я вся извелась, и себя, и графа извела. Я прошу вас, не смотрите на меня. Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Я не смотрю. Если вам угодно, я могу уйти. Как же вы уедете? А Катя? Я останусь. Да, ты, пожалуй, останься. Нам надо побыть вдвоем. Пожалуйста. Прошу. Что ж теперь будет, Катя? Всегда ты так... Осторожно. Что, теперь плакать нельзя, да? Плакать? Плакать можно. Я не буду плакать. Зинаида Ивановна устроила. Владимир иногда ночевал здесь, когда приходил из полка. Меня не мешает, хотя неуместно. Задержитесь в Петербурге? Нет, думаю, скоро обратно. Ну, дождитесь хоть нового государя. Кого? Константина Павловича? Это большой вопрос. Может быть, пусть Константин Павлович подольше посомневается, да и не едет царствовать. И всем станет очевидно, что можно и без императора обойтись. Я многое последнее время слышал, но такое... Рад удивить вас, граф. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла, но где? Скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я. За край родной я это чувствую, я знаю. И радостно, Отец Святой, свой жребий я благословляю. Браво! Браво! Благодарю, господа. Да, хорошо написалось. Господа. Сергей Петрович. Князь? Скажи Трубецкому, если он не решится, мы сами выйдем. Скажите ему, что мы готовы. Убедите его. Покину я. Приказные слова. Князь, приветствую вас. Сергей Петрович, что в Киеве, давно ли вернулись? Сегодня утром. Как вам наши новости? Интересные.
Кондратий Федорович, много ли членов общества сейчас в Петербурге? Ну, после смерти Александра Павловича наши ряды несколько поредели. Многие ждут перемен от нового царя. Но кто остался, готовы начать. Сколько нас? Это все? Только мальчишки, взводные командиры? Да есть и ротные, князь. И представьте, если к их решимости прибавить звучное имя. Например, ваше. Как же обидно. В такой момент и никого нет. Для того, чтобы начать, нас вполне достаточно, князь. Вы не обратили внимания, но в зале находится Ипполит Муравьев-апостол, брат Сергея Ивановича. На днях он отправляется к месту службы в Малороссию. Отправим с ним сигнал южному обществу. Пусть поднимаются. Пусть нас поддержат. Невозможно. Хотя и заманчиво. Как бы ни пришлось всю оставшуюся жизнь локти кусать, Сергей Петрович. Ведь было возможно, но мы решили, что только заманчиво. Да? Чего они хотят? Ничего. Стоят. Генерал Дибич приказал мне вести расследование о заговоре в армии. Хочу поговорить с вами, ваше сиятельство. Извольте, о чем? О дате. На донесение капитану Майборода. Заговор созрел, когда штабом армии командовали вы, ваше сиятельство. Если можно так выразиться, это птенцы вашего гнезда. Остроумно. Сразу не ответишь. Разве что гнездо у нас общее. У нас у всех. Верно. Вот только отчего покойный государь не решился тронуть гнездо сие? Может быть, от того, что к делу был причастен кто-то из приближенных? Друг, например? То есть я? Ну, если вы, тогда многое понятно. Чтобы устроить переворот военный. Для этого у меня способы были. Обошелся как-нибудь и без полковника Пестеля. Я желал и желаю, чтобы Россия изменилась на европейский лад. Но изменилась, а не погибла. Не убедил. Даже если вы верите в мою причастность, доказательств вы здесь не найдете. Все ответы в Вятском пехотном полку. Поедете в Малороссию? Поеду. Прямо сейчас и поеду. Тогда позвольте мой один совет. Я знаком с Пестелем, человек он отважный. Воевал хорошо, кровь не боится, ни своей, ни чужой. Пехотным полком командует недавно. До этого много лет прослужил в штабе 2-й армии. Полк. Сила немалая, но для успеха недостаточная. Думаю, заговор в штабе. Если он есть, будьте осторожны. Могут и убить. Если убьют, стало быть, есть заговор. Каково? Смотрите. Посмотрите премьеру и снова поедете в Варшаву. Поедете. Константин I звучит лучше, чем Николай. К тому же Константин друг мне. Был. Он был другом вашим. Да, предал. И дружбу нашу, и долг свой.
А все же ему быть государем? Он солдат, а солдат войны не хочет. А вот Николай Павлович очень желает героем побыть. А герои же они только на войне. А что война? Да нам с вами даже хорошо. А вот империи бы лет 20 без крови. Придется Николаю Павловичу обождать. Не допущу. Жизнь иногда преподносит и приятные сюрпризы. Да простит меня Создатель. Мы оба, Сергей Иванович, изведали горечь опалы при покойном государе. Но теперь его нет, и новое царство дарит нам всем надежду. Надежда рождается в сердце сама. И что же вам говорит сердце? Что судьба моя решается здесь, мною. И сейчас. Катерина Павловна. Здравствуйте. Катерина Павловна, я прошу руки дочери вашей. Ну, что она сказала? Она благословила нас. Павел! 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 Собираешься в Тульчин? Хорошо, что я успел. Тебя вызвали, чтобы арестовать. Если мы не начнем дело немедля, все пропали. От Дибича приехал генерал Чернышов. На нас донесли. Кто донес? Капитан Майборда. Павел! Павел, что с тобой? Павел! Почему? Почему-то почему тебе? Да что с тобой? Ничего. Всю неделю боли. Это из-за контузии сейчас пройдет. У нас будет несколько дней. Оповестим всех, предупредим Муравьева. Соберем сколько сможем частей. Захватим штаб. Начнем! Я вел вас к победе, а не на убой. Не успели. Павел, подожди! Что-то можно наверняка сделать! Да, конечно. Я поеду в Тульчин и сдамся. Не сумели с честью победить. Надо думать, как с пользой проиграть. Но если сдашься ты, мы все погибнем. Кто тебе дал право решать за всех? А зачем ты приехал, если у меня нет права решать за всех? Так как сейчас даже лучше. Ты поймешь после. Мы не пролили ни капли их подлой крови. И даже если нас не казнят, мы мученики за свободу Отечества. Мы первые жертвы Великой войны. А это значит, война началась. Поздравляю. Павел, здравствуй. Приболел, не видишь? Приболел. Пойдем.
Генерал Чернышов в штабе вон окно. Господин полковник! Он? Он самый изменщик. Рота для исполнения ваших приказаний построена. Солдаты сагитированы. Мы готовы. Павел, решайся. Захватим штаб. Иуда. Иуда, братец, ты. Он как раз наоборот. Подойдите. Офицеры штаба. Тоже в заговоре? Не могу знать. Здорово, ребята! Отставить! Здорово, ребята! Да, дрянь дело. Тот командир хорош, который любит. И за любовь свою готов и сам сгинуть, и вас погубить. Судьба солдата — помирать за родину. И нет чести выше. Помирать все равно придется и вам, и мне. Смерти бояться, всю жизнь трусом быть. Хорош солдат, который так любит, что не боится вовсе, а значит свободен. Вот и все. Прощайте. Павел, а нам что делать? Так, если я прикажу сейчас перерезать штаб, так вмиг станем душегубами. Уподобимся ворам, которые убивают, только бы не попасться. А? Ура полковнику Пестелю! Письмо из Таганрога от военного министра барона Дибича. Здесь воля покойного императора. Снесите в Сенат. И соберите совет. А вот забирать отсюда ничего нельзя. Давай, пей. Ну, Настенька, дочь, я не Нужно могу. пить. Ну, это так трудно, ангел, мой, Выпей. дочь. Но я не хочу. Зато будешь здоров. Кондратий, выпей, Настеньке пора спать. Мартвинов пришел. Как? Он здесь? Кто? Никто. Смотри. Все, папа все выпил. Ты все выпил? Все выпил. Бежи, Витя, и беги к маменьке. Ты здоровый? Всё. Я здоров, Ты спасительница выздоровел? моя. Да, я здоров. Да, сильный как лев. О! Всем распорядится его величество, государь-император Константин Павлович, когда изволит прибыть из Варшавы лично. Бумаги, прошу вас. Константин Павлович не приедет. И он не государь. Николай Павлович, завтра утром в Сенате Николай Павлович объявит себя императором. Ну что же, Константин? А что? Он жив? Да, разумеется, успокойтесь, все нормально. Он отрекся. И не торопитесь. Нарушать данную вами присягу. Честь имею. В стране заговор! Неизвестно о том, что здесь у вас собираются молодые офицеры, которым не безразлична судьба Отечества. Это так?
Я не понимаю, о чем вы говорите. Слушайте, ну бросьте, все вы понимаете. Вам мечтать-то даже разрешали с позволения покойного государя. Заговор против основ государства. Заговор с целью убийства царствующей фамилии. Моей матери. Моих детей. Жены. Прикажете обождать? Мы должны действовать сообща. Мы должны помогать друг другу, тем более есть силы, не желающие воцарения молодого императора. Он нуждается в нашей поддержке. Вы понимаете? Но мне неизвестно об этом. Но у нас достаточно сил защититься от всех посягательств, Ваше Высочество. Как собираетесь защищать? А? От того, о чем не знаете. Вот Дибич в Таганроге знает. Да. А у вас гвардия, полиция, жандармы, и вы не знаете. Петербург кишит заговорщиками. А может, вы слишком знаете и оттого указываете мне обождать? Да, Николай Семенович, я никогда прежде не думал, насколько вы веруете в монархию. Я в закон верую. Вот как. И вижу основу, на которую можно все построить. И будет стоять. Я прошу вас, вы поймите, будущее решается сейчас. Я понял. Будущее решается сейчас. Лечитесь. Три недели вашей милости в стране нет верховной власти. Я восстанавливаю ее. Я государь, император Всероссийский. Сейчас. Господа, почему вы не поднимаете? Князь, дело чрезвычайное. Прошу. Они назначили на завтра переприсягу, не имея манифеста об отречении. Они слабы как никогда. Мы не должны терять случая. Действовать нужно немедленно. У меня направление в штаб 2-й армии. Отправьте с Ипполитом письмо в Южную армию. Мы выступим. Они поддержат. Вы знаете, кому переприсяга? Николаю при живом Константине. Бить нужно сейчас. У России другого шанса не будет еще лет 100, князь. Вы должны возглавить революцию. Вы наш диктатор. Утром я пройду во дворец, застрелю Николая. Вы, господа, как я посмотрю, слишком намеренно геройствовать. Князь. Если я и выйду на площадь, то только для того, чтобы вступить в переговоры и заставить Николая передать власть Сенату. Только он имеет право решать судьбу царя. Он примет Конституцию и отменит рабство, как мы того желали. Если прольем кровь, не победить никому. Сережа, ну что вы здесь стоите? Проходите в гостиную, господа. Катерина Ивановна, добрый вечер.
Прошу простить великодушно. Мы всего на пару слов. Я скоро. Ступай. Завтра вы выведете войска к Сенату, не допустив их к новой присяге. Идите в казармы и убеждайте солдат держаться прежней присяги Константину. Обещайте им сокращение сроков службы и увеличение жалования, хоть царствия небесного, но выводите их всех. Так мы начинаем, князь. Я явлюсь на площадь и сам отдам распоряжение. Прекрасно. Без меня ничего не предпринимать. Разумеется. Ипполит, я передам вам письмо для Сергея Ивановича. Дождитесь, Ипполит. Едем. Иди сюда! Петр. Ипполит. Петр. Ипполит. Ипполит! Ипполит! Так, ко мне! Шершак! Кавалергард Свистунов с другом своим едет в Москву с важнейшей государственной миссией. На. Помни Петра Свистунова. Ипполит? Да. Позвольте вас укутать. О! Так. Ну, поднимай! Пошла! О! Завтра выступит гвардия. Трубецкой дал мне письма к моему брату Сергею и еще нескольким господам в Москве. Помогите мне. Письма, ведь их нельзя отправить с кем-то, а я смогу без промедления ехать в Киев к Сергею. Интересно, как же Сергей Иванович завтра сможет помочь Рылееву и Трубецкому, когда он в Киеве, а письмо вы привезете ему самое ранее через неделю, Ипполит? Я каю. Я привел вас в общество. Виноват. Но я думал, вы поймете. Рылеев, он сумасшедший, это все знают. Оленьку и Мария на диван. Сдвиньте стул и положите Сашу. Благодарю вас. Найдите, чем накрыть детей. Саша. Дети уснули в дороге. Зачем? Зачем вы здесь? К тебе. Да ну. Тут не устроено. Я все устрою. Послушай, завтра. Никто не может знать наверняка. Вместе не так страшно. Бояться нечего. Бояться нечего. Ваше Сиятельство, вот, нашли у арестованного. Что это, Павел Иванович? Яд? Интересный вы человек.
И неужто сомнений не испытываете? А вдруг не правы вы? Я прав. И сомнений нет. И вы знаете, что я прав. И вины нет? Нет. К бунту подбивали, к измене, к цареубийству. И вины нет? Страна тяжело больна. Сладкими пилюлями такие болезни не лечатся. Так вы лекарь, Павел Иванович? А ноги не протянет больной от лечения вашего? Я был ранен тяжело. Должен был умереть, а я хотел жить. И все, что было во мне живого и здорового, победило. Я выздоровел и воевал дальше. Так и Россия выздоровеет. А что за ранение? Картечью в бедро. А если б ядром голову оторвало, поправились бы? Возьмите. А то как начнете болтать, ох, как многих за собой потянете. Поезжайте.